Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы вместе с вами, вместе поразмышляем. И у нас сегодня колода Таро Истока. Очень интересная колода. Здесь дополнительный старший аркан, который так и называется Исток. Это между 21-м последним старшим арканом Мир и нулевым арканом Шут. Это вот тот самый хаос перед началом творения. Ну, посмотрим, что вам выпадет. И эта неделя с 19 числа и 19 февраля очень знаменательное событие. В знаке зодиака Овен планета Хирон, символ израненного целителя, выравнивается с лунным узлом. И это какая-то наша история или продолжение в каком-то совершенно новом ключе наших жизненных событий, потому что мы с чем-то определяемся, и это будет иметь значение вплоть до апреля 27 года. Вот такая удивительная неделя. Время вообще принимать решения или с чем-то определяться. Ну, давайте мы два основных вопроса зададим. Неожиданности и что важно знать для вас на эту неделю, по мнению карт. Что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время, по мнению карт, или что может помешать? А что вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Энергия денег на неделю. Личная жизнь. Что же важно, мои дорогие, для вас? Паж жезлов, по пажу жезлов есть какое-то решение, импульс. Есть определенная детскость, у нас ребенок показан. Это желание где-то настоять на своем. Или очень светлая, кстати, карта, и она говорит, что помыслы-то наши чисты, абсолютно точно, ваши, мои дорогие. Но все же жезлы – это импульсивность. Может быть, захочется настоять на своем. Или где-то сделать по-своему. По этой карте есть еще такой момент, вы можете столкнуться, возможно, с человеком, который, ну, как будто на него я не могу понадеяться, может быть. Или какая-то еще история ваша жизненная, когда тот, на кого вы, опять же, надеялись или рассчитывали, здесь может себя где-то повести совершенно не так, как вы это спрограммировали, может быть и так. Или, мои дорогие, вы можете заниматься вопросами детей, для кого-то это будет тоже важно. По этой карте идет детский как раз восторг и энергия, и предвкушения какие-то, но за этой яркостью, артистизмом, ну, знаете, как бы нет еще какой-то уверенности, нет стабильности. И свежие идеи – это да, очень хорошо, но уделить внимание, что же есть по факту. Вот как будто нас карта приглашает. Есть какая-то реальность, и ее важно не упустить. Неожиданности. Король монет. Ну, может быть, это ваши вопросы, которые вам придется решать в каких-то инстанциях, согласовывать, подписывать те или иные документы по поводу имущества, продажи, купли, переезда, вопросы имущественно-денежные, финансовые, или как, может быть, контракты, какие-то соглашения по бизнесу, или сами по себе приходят деньги, мои дорогие, тоже. Но король монет, если мы в неожиданностях, вот это как раз не про неожиданность. Может быть, это как помощь человека. Или вас карта приглашает быть вот в этих расчетливых где-то энергиях. Но король монет – это еще и надежность, потому что он готов к этим самым внезапностям. Он знает, что люди меняются, обстоятельства всегда меняются. И он готов где-то корректировать свои планы, чтобы не упустить чего-то, ну, такого очень важного. Может быть, где-то в неожиданностях то, что вы думали, будет развиваться в определенном ключе или в какой-то последовательности, как-то будет нарушать ваши планы. Вот как раз и нам и говорят, ну, не будь самонадеянным, все-таки с учетом пажа жезлов, как будто
Вдохновение – это прекрасно. И импульс – это тоже. Но есть еще и какая-то конкретика. Быть готовым, опять же, скорректировать план, если, ну, как-то события так складываются и вынуждают вас это сделать. Чему сейчас не время, давайте узнаем. Правда, деньги будут, у кого-то получение денег. Так вот, деньги не тратим, не вкладываемся. С деньгами аккуратно. Чему сейчас не время? Это карта самодостаточности и самоуверенности, правда. Но, видимо, самонадеянность где-то с ней будьте аккуратней, потому что она может вам, раз у нас девятка монет выпадает именно в этой позиции, она может сослужить не самую лучшую службу, потому что мы вот говорим импульсивность, все же у нас с этого начался наш прогноз. И вроде бы у вас очень прочная позиция, но кто знает, иногда и на всякого, говорят, мудреца довольно простоты. Мы можем с чем-то просчитаться, и вот где-то об этом говорят карты. Давайте посмотрим, а что же будет вам помогать. А вот как раз, когда вас никто не застанет врасплох, когда вы готовы как к смене событий, так и к тому, что люди меняют свое мнение. По этой карте, возможно, вам придется куда-то срочно отправиться или как минимум совершить звонок, может быть, СМС, сказать, что я в теме, да, я знаю, откликнуться. По рыцарю жезлов предполагается все-таки скорость и наша быстрая реакция на что-то. Но это не значит, что импульсивность. По этой карте, обратите внимание, как будто наш рыцарь удерживает не то это палка, не то это жезл, он удерживает равновесие, балансирует. Вот вам это все помогает. Какой-то баланс, как и внутренний, так и, может быть, ваших дел. Состояние ваших финансовых дел или где-то ваших планов. Планы – это то, что я хочу. А есть какая-то конкретика, то, что, ну, или те вопросы, которые вам придется решать на этой неделе. Себе не навредить, мои дорогие, но и чего-то не упустить. Вот держите руку на пульсе. Видимо, такая неделя. Давайте посмотрим, что же там скрыто. Двойка мечей. Знаете, вот есть факты, вещь суровая, да, или упрямая, говорят. И если в этой колоде карт есть такие изображения, которые словно размытые, и карта сама нам говорит, что ты должен уделить этому внимание. По двойке мечей это всегда карта перекрестка или выбора, когда мы не можем, и вашим, и нашим, мы не можем продолжать какую-то историю одновременно в двух направлениях. И судя по пажу жезлов, вам как будто самим захочется с чем-то уже определиться, мои дорогие. Но сказать, что сделать это будет легко или, может быть, даже на этой неделе, это достаточно сложно. Знаете, в этой колоде карт именно прописано так, что как будто наш разум, наш интеллект и сердце не может прийти к балансу, вот к этому, который выпадает по рыцарю жезлов. Может быть, какая-то в вашей жизни история, правда, когда вам пришлось словно сидеть на двух стульях одновременно, и она теперь подходит к концу или требует однозначного решения. Карта нам о чем говорит? Сколько ты не пытайся, как будто на два полюса, ты себя загонишь в угол. Вот эта колода, она такая жестковатая, мои дорогие, и очень холодная. И поэтому нам говорят, если ты себя загонишь в угол, ты как будто не протянешь вот долго в этом состоянии. И ведь это скрыто. Это, по сути дела, патовая ситуация так выглядит. И в то же время вам может это казаться, вот эта двойственность на данный момент времени, как лучший вариант действий. Может быть, вы это воспринимаете, может быть, это конкретного человека касается, и вы воспринимаете как дипломатию или мое умение со всеми договориться. А нам говорит, остановись, вот эта карта. И рационально определись, что у тебя за средства. И как будто есть определенный хаос, мои дорогие, в какой-то сфере вашей жизни, когда вы о себе самом или самой должны знать что-то конкретно. И это не должно уходить в какую-то радужную мечту или в какую-то детскую наивность, а нужно с каким-то фактом в вашей жизни, может быть, с учетом как раз Хирона, да, израненного целителя, или вот той священной раны, это как событие вашей жизни, или то, что вам пришлось, довелось пережить, и вы никому об этом не можете рассказать, как какая-то ваша тайна. И тогда все равно нужно внести ясность, понимаете?
чтобы у вас в отношении себя как будто самого или своей личной истории не было темных углов, куда вам страшно заглядывать, или страшно подумать, или предположить, в каком ракурсе будет, если вдруг доведется мне столкнуться заново с подобной ситуацией, с подобным человеком или еще с какими-то подобными обстоятельствами. Я не уверена или не уверена, что я буду делать. Вот вы должны быть уверены. Правда, есть что-то, что вы не можете, ну, сказать, это разберется само, или пройдет само, или куда-то исчезнет. Нет, это скрыто теперь. И значит, это о себе, скорее всего, напомнит. Тут интересно. Давайте мы посмотрим. Дела, работа, бизнес. У вас ведь сильная позиция. Точно, дела, работа, бизнес. Посмотрите, как и король монет, и паш монет. Удели внимание деталям, у кого-то это может быть как самообучение, или вы вообще можете отправиться обучаться, для кого-то из вас, может быть и правда, вы новый какой-то сертификат получаете, или проходите узкую специализацию в своей профессии. По этому аркану мы в принципе учимся, открываем для себя новое, или у вас на работе меняются, как график работы, или руководство меняется. Ну для вас-то, мои дорогие, по дела, работа, бизнес, перспективное время. Но, видимо, каким-то образом есть пункт в вашей жизни, который вдруг может всплыть и поменять или ваши планы, или помешать осуществлению. Давайте посмотрим финансы. Хотя финансы есть. Четверка чаш. Знаете, любая четверка, это говорит о том, что вроде бы как есть стабильная ситуация. Но тут и два куба, между которыми нарисован человек. Но человек в ненадежной ситуации, будем говорить, это такая липовая надежность, потому что рядом с ним стоят пустые стаканы. И у кого-то это может проиграться так, что, правда, есть тот человек, который вот вредные привычки проходят по этой карте. Где-то есть риск, что, ну, как знать, у кого-то это родственников может касаться. Не понадеешься или не решишь какого-то финансового вопроса. Тут ведь у кого-то могут быть попросту жилищные вопросы, и они сталкивают вас именно с теми людьми, на которых невозможно опереться. Может быть и так. Кто знает, вот это может быть двойка мечей, сопряжена еще и с четверкой чаш. Есть какая-то ситуация, которая тянется давненько, и вам нужно теперь определяться. Может быть, время настало, или какие-то обстоятельства вашей жизни сложились так, что вы не можете уже теперь как будто сказать, что оно разберется само, или ну как-то решится сам по себе какой-то вопрос. Здесь нам показан как раз человек, как будто он сидит во мрачных мыслях. И то, что ему прежде его удовлетворяло, радовало, у кого-то из вас буквально вот, может быть, вы уходили с головой в бизнес, в работу, в зарабатывание денег, и нам здесь говорят, деньги как будто есть, но есть чувство или какой-то незакрытый гештальт, который вам на данный период времени действительно может помешать, словно накрывая темнотой вот этих эмоций и не дает увидеть, что есть по факту. Мешает зарабатывать деньги, у кого-то проиграется так. Или заметить те блага, возможности, у вас сильная позиция, которые вам Вселенная предоставляет. Карта говорит, что, правда, есть вопрос один, который вам нужно решить, мои дорогие. Вот не знаю, такая колода специфическая, ведь она не единожды нас как будто обращает, что есть как минимум один вопрос, в котором, может быть, вы им и не хотите заниматься. Понимаете где-то умом, что да, мне нужно его решить, но не знаете, как к нему подступиться. И значит, его нельзя отодвигать, повторюсь, в тень, а надо продумать, как выйти из какой-то либо зависимой ситуации, либо вот эту двойственность раз и навсегда, ну, как положить этому конец. Потому что новые возможности, они ближе, чем вы думаете. Вы решаете словно или закрываете какую-то тему, и для вас жизнь играет новыми красками. Я так надеюсь, мои дорогие, что это не для всех. Я должна была это озвучить, эти карты, но для кого-то это действительно проиграется. Вот та самая священная рана, которая себе напоминает и периодически словно вас накрывают эмоции, и вы не видите из какой-то ситуации выхода. Личная жизнь, трансформация, мои дорогие.
13-й аркан и темная карта. Нам как будто показана одинокая лошадь, которая бредет по заснеженному лесу. И карта говорит, вот буквально так прописано, что только зимой деревья кажутся безжизненными, но наступит весна, и все зацветет. Отпускайте прошлое. Если есть из прошлого, правда, какой-то вопрос, значит, с ним нужно разобраться, увидеть, что же есть по факту. Не закрывать на что-то глаза. По этой карте у вас, правда, сейчас происходит, пусть это выпало на личную жизнь, но часто этот аркан, который влияет на все сферы жизни. У вас сейчас происходит своеобразная перезагрузка. Есть такое одно краткое слово, которое характеризует эту карту. Нам говорят «пора». Вот просто пора. Время пришло отказаться от того, что уже безжизненно. Возможно, какие-то обстоятельства вот за последнее время, и что очень символично этому периоду, кстати. Кому интересно, можете посмотреть видео. Я там по Хирону более широко освещаю эти вопросы планетарные. Это как таро-прогноз на февраль и таро-прогноз на март с позиций аж до апреля 2027 года. То есть это действительно период очень важной жизни нашей. Так вот, он характеризуется как раз тем, что к 19 февраля мы словно шли куда-то шли. И где-то в районе этой даты мы останавливаемся, потому что понимаем, а нет, вот какая-то история, она не может быть продолжена. Или вот в том ключе, в том ракурсе, как мы действовали, так тоже не пойдет. И вот у вас выпадает аркан трансформации нам и говорят, что уже какое-то время так и складывались обстоятельства, что к этому нас подводила жизнь. И здесь может быть как окончание чего-то, но это значит, что скоро или уже практически вы стоите на пороге новой жизни, новых возможностей. И то, что, может быть, будет вами утрачено, как вот есть такое значение за все в жизни, надо платить, будет означать, как, знаете, вы просто, ну, вот какие-то разочарования приносите в жертву новым возможностям. Это как своего рода очищение. И поэтому быть честным с самим собой, как будто закрыть какую-то ту страницу своих разочарований или того, что не может быть уже продолжено на этой неделе, для вас очень важно. Иначе, напоминая о себе снова и снова, какая-то ситуация вас может обесточить, выполнить для себя самого или самой какое-то очень важное дело, миссию. У вас очень сильная позиция, но есть какая-то эмоциональная, душевная рана или в жизни каждого из нас что-то свое, глубоко личностное. И этому надо уделить внимание. Каким-то образом вот то, что даже на слова может быть сложно переложить, оно мешает вам в нашем материальном мире. Перекладывайте на себя, мои дорогие представители знака зодиака Рак. Правда, неожиданный совершенно расклад. И будьте счастливы, будьте любимы всегда. Помните, что это трансформация. Пока мы не проводим из прошлого, пока мы что-то не выясним, не закроем какой-то гештальт, мы словно не можем сдать жизненный экзамен. А сдать его обязательно надо, потому что новое уже на пороге.